один простой вопрос. Если они прибыли в город после изгнания евреев из Испании, как они могли за столь короткий период, 16-17 месяцев, обустроить настоящую большую типографию, которая могла напечатать не какой-то маленький памфлет, а настоящий реальный том, в котором было там, по-моему, 409 или 410 листов. Рано утром мы вошли в Босфор. Сказочный город, весь залитый солнцем, сверкнул перед моими глазами. Тонкие иглы минаретов, белосахарные дворцы. Какая-то башня, с которой будто бы сбрасывали в Босфор неверных жен. Маленькие лодочки-каики, красные фески, море красных фесок. Люди в белом, солнце, гортанный говор и флаги, 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 без конца, как на параде, как в праздник. Так описывал свое прибытие в Стамбул выдающийся русский шансонье, лауреат Сталинской премии, между прочим, второй категории, Александр Николаевич Вертинский в 1920 году. Но мне почему-то кажется, что вообще изменений в городе не произошло. И я этот город также видел в конце 90-х годов прошлого века. И, наверное, также его видели изгнанники из Испании, приплывшие на кораблях в Стамбул или в Константинополь, как они его называли, после 1492 года. Итак, добрый день. Как вы, наверное, уже догадались, сегодня мы будем говорить о еврейском книгопечатании в Константинополе. Что мы знаем точно? Мы знаем, что еврейское книгопечатание вне Европы началось именно в Турции, и именно в Стамбуле, который, повторю, еврейские печатники, несмотря на переименование города, всегда называли Константинополем. Мы знаем, что это связано с именами известной сефардской фамилии Ибн Нахмиасов, двумя братьями Давид и Шмуэль Ибн Нахмиасы, известны, были в Испании, но никогда не занимались книгопечатанием. Тем не менее, у нас нет сомнений в том, что они напечатали первую свою книгу именно в Константинополе, и именно с них и началась история книгопечатания. Более того, эта первая книга – это большой четырехтомный трактат Арбаат Урим, о котором мы уже говорили, Яакова бен Ашера. Это главное галахическое сочинение того времени, большая книга. Она завершалась колофоном, где есть подробная дата о том, что эта книга была завершена ими в пятницу 4-го Тевета года 5254, то есть 13 декабря 1493 года. Казалось бы, вот все нам понятно. Однако ничего не было понятно всем крупным библиографам. Задавался сразу один простой вопрос. Если они прибыли в город после изгнания евреев из Испании, как они могли за столь короткий период, 16-17 месяцев, обустроить настоящую большую типографию, которая могла напечатать не какой-то маленький памфлет, а настоящий реальный том, в котором было там, по-моему, 409 или 410 листов. Поэтому все библиографы прошлого, начиная с основоположника еврейского инкунабуловедения Джованни де Росси, и дальше самый знаменитый вообще еврейский библиограф XIX века, второй половины XIX века, самого начала XX века, Морис Штеншнейдер,
и самый крупный специалист вообще по еврейскому книгопечатанию, в частности, именно в Константинополе, Авраам Яари. Все писали о том, что произошла ошибка. Книга, конечно, была не 1493, а 1503 года. И поэтому в разряд инкунабулов они ее не включали. Кстати, интересно, что также думал и владелец коллекции инкунабулов, которая сегодня хранится в Институте восточных рукописей в Петербурге, Моше Арьелейб Фридленд, и его библиограф, очень знаменитый, тоже выдающийся библиограф, Самуил Винер. Вот если мы посмотрим на корешок, например, издания, которое хранится в институте, там очень четко написано, что это Константинополь, 1503 год. Я, малый из историков книги, тоже под их влиянием тогда решил, что это книга 1503 года, и не включил ее описание в свой первый каталог инкунабулов, который я вот подготовил к печати, и он вышел в 1985 году. Однако это не так. И сегодня мы точно знаем, что, конечно, эта книга была издана именно тогда, в соответствии с той датой, которая и написана в колофоне, то есть в 1493 году. Вот, казалось бы, смотрите еще, что интересно. У нас есть развернутая дата, у нас есть день недели, у нас есть месяц, и у нас дальше, если я вам еще не прочел, что это все произошло в Константинополе под властью мусульман, под властью великого государя Баязида. Пусть живет он вечно. Вот масса информации. Но вы не поверите. Во-первых, Баязида никто не переизбирал. Такой традиции не было. Он как был себе святым он вообще правил с 1481 по 1512 год. То есть как бы его правление нам ничем не помогает. Удивительным образом, что 4-я Тевета и в 5254 году, и в 5264 году выпала на пятницу. Вроде такая развернутая дата, а как бы ничего она нам не дает. И читали, кстати говоря, ту же самую, естественно, Парашат а-Шавуа, то есть это тоже привязка не работает. Но вот что работает, что очень интересно, что уже в мое время совершенно выдающийся инкунабуловед и мой коллега Адри Оффенберг провел очень тщательное исследование доступных ему экземпляров этой книги. И он как раз исходил из того компонента, которым совсем не занимались наши предшественники, а именно он анализировал бумагу. И он увидел, что как раз вот это издание отпечатано на бумаге с водяным знаком, голова быка и между рогами, так сказать, крест или цветок, который был характерен именно для итальянской бумаги 90-х годов, 1491-1495 годов. А все остальные книги, которые печатали нахмиасы уже в XVI веке, печатались на другой бумаге. Вот еще что всех смущало, об этом я забыл сказать, что они напечатали эти Арбаат-Урим в 1493 году. А следующую книгу, издание Пятикнижия с Гафтарот, комментариями, подробную, хорошую, богатую книгу, они напечатали только через 10 или 11 лет, в 1505, может быть, даже в 1506 году. А что они делали это время? Как могла простаивать типография? Вот это, собственно говоря, всех и смущало, что их уже такая большая, устроенная, работающее, если можно сказать, производство, оно все началось с 1505 года. Это было очень сложно объяснить. Тем не менее, смотрите, у нас получается, есть книга большая, напечатана на бумаге, которая характерна для 90-х годов 15 века. Дальше. Удивительным образом, несмотря на то, что нахмиасы безусловные выходцы из Испании, шрифты, которые они выбрали, особенно основной шрифт, он совершенно не похож на тот шрифт, которым печатали в Испании и даже в Португалии.
а он похож на шрифты, которые использовали типографы Санчина в 80-е, в 90-е даже скорее годы 15 века в Италии. Это тоже загадка, каким образом это все получилось. Значит, смотрите, 10 лет не печатали. Шрифты не сефардские, сами они сефарды. Развернутый колофон. Казалось бы, вот много загадок. Но постепенно эти загадки вот перестали быть загадками. Что мы сегодня знаем или как мы можем подытожить длительное исследование этой книги? Мы связываем сегодня переезд или бегство из Испании Ибн Ахмиасов с семьей, или даже, я не знаю, как сказать, не семьей, а вообще с действиями самого знаменитого из беженцев Дона Ицхака или Исаака Абрабанеля. Значит, Дон Ицхак Абрабанель, самый главный или самый знаменитый изгнанник. Он был не просто философом, экзегетом, мыслителем, членом правительства. Он был министром финансов Фердинанда Католического. Он пытался как-то остановить этот геруш, это изгнание. Предлагались огромные деньги. Фердинанд Католический имел с ним личные связи, это мы точно знаем. И более того, ему предлагали остаться. Ему предлагали остаться в виде исключения без крещения. Он вот как бы боролся с Томасом Торквемадой, знаменитым, да, инквизитором, который настаивал на полном изгнании. Но проиграл. И ему разрешили сформировать большой корабль, это мы тоже знаем. И на этом корабле не только он, но и многие богатые изгнанники вот отправились из Испании в Неаполь. В Неаполе их очень хорошо приняли и, так сказать, с распростертыми объятиями, особенно его. Но случилась непредвиденная беда. Связана она была или не связана с приездом этих самых беженцев. Я бы надеялся, что не связана. Тем не менее, разразилась эпидемия чумы. Примерно в то же время, когда они появились. Погибло очень много людей. И от бегства от чумы или от бегства от того, что потенциально могла быть толпа, которая, так сказать, их разорвет, эти изгнанники или многие из них, то, что мы тоже знаем, продолжили свой путь и отправились из Неаполя в Константинополь. Теперь, почему мы думаем, что была связь Ибн Ахмиасов с ним? Именно потому, что они первые при его жизни, приехав в Константинополь, опубликовали его труды. Его комментарии к Пасхальной Агаде, к поучениям отцов, и вообще его сочинения. То есть они его точно лично знали, и очень вероятно, что они именно с ним и спасались бегством. Если это так, то также и понятно, каким образом они приобрели, оказавшись в Неаполе, ровно тогда, когда там работали типографии Санчина и Гутценхаузера, приобрели шрифты, которые абсолютно похожи на шрифты вот, итальянский полукурсив сефардский. Что еще очень интересно, это тоже важное для нас доказательство. В первом издании в Арбаат-ун-Рим не используются элементы декора, которые использовались впоследствии в очень многих изданиях Ибн Ахмиаса в начале XVI века. А элементы декора эти мы прекрасно знаем по инкунабулам из Португалии. Вот, например, знаменитый Сефер Абу-Дархам, о котором мы уже говорили. Вот посмотрите на эту рамку. Да? Эта рамка на нем, она потом появляется в книгах Ибн Ахмиасов и в комментариях Абрабанеля, и дальше, например, в Мишне Тора, которая, это невооруженным глазом видно, что это одна и та же рамка. Кстати, еще очень интересно, эта рамка известная, а ее использовали и христианские типографы. И мы всегда думали, я во всяком случае всегда думал, что вообще-то они одолжили эту рамку для того, чтобы печатать еврейские книги в Португалии. Но судя по тому, что эта рамка потом оказалась в Турции, и не только она, и буквицы, и заставки, и многие другие элементы декора, понятно, что они выкупили их, они просто брали на, так сказать, на время на печать.
Итак, вот что мы имеем? Да, мы имеем колофон, в котором есть полная дата, в которой сначала никто не верил, но сегодня мы убеждены в том, что эта дата правильная. Более того, очень важно, что эта дата вообще-то написана полностью, она написана словами. Это тоже такая редкая вещь, ведь в основном даты обозначали буквами еврейского алфавита. И тогда, наверное, можно было бы допустить, что вместо букв Рейш, Нун, Далет, что значило бы 254, написали Рейш, самых Далет, спутал непутевый корректор, и это можно было бы представить. Но когда есть точная дата, представить, что слово Хамишим, да, спутали со словом Шишим, и не просто спутали, а кто спутал? А спутал человек, автор этого колофона, который нам тоже хорошо известен, и это человек, то, что называется, книжный. Да? Его звали Элия Халеви, и он был не просто редактором или корректором, он писал о том, что очень тщательно он текст вычитывает. Но мы знаем, что он был ученик очень известного раввина Элияху Мизрахи, и потом, попозже, но возглавил всю общину евреев-романиотов в Константинополе. То есть был человеком просвещенным, человеком книжным, и он, конечно, допустить такой ошибки не мог. Вот вроде бы все понятно, но остается один вопрос. Все равно, а что они, собственно говоря, делали 10 лет? Ну как это может быть, что 10 лет они ничего не печатали? Тот же Адри Оффенберг предлагает, с моей точки зрения, очень правильное объяснение. Дело в том, что вся бумага, на которой печатали книги в Турции, это была бумага итальянского происхождения. Ее завозили из Венеции. Между Венецией и Высокой Портой шла, по-моему, она называлась Третья Великая война. Шла война, которая началась в конце 15 века и длилась до 1503, некоторые считают до 1505 года. То есть пока шла война, никакого импорта бумаги не было, торговля была остановлена, им просто не на чем было печатать. Как только война закончилась, бумагу привезли, типография распаковалась, если она была заморожена, скажем, и началось их книгопечатание. Мне кажется, что это все так и было. И вот действительно с 1505 года они начали печатать, и, как я уже сказал, связывают их как бы появление, там и появление их шрифтов с Доном Ицхаком Абраванелем или Абрабанелем. Что для меня интересно, я этого совершенно не знал. А вот когда готовился к этой лекции, я прочел с удивлением, что семья Бориса Леонидовича Пастернака, в частности, его отец, художник, выдающийся Леонид Осипович Пастернак, считали, что они являются потомками Абрабанеля, и есть переписка Леонида Осиповича с Хаимом Нахманом Бяликом, в которой он упоминает, что вот их семья, они тоже сефарды и выходцы оттуда. Я этого не знал. Для меня, как для любителя поэзии Пастернака, это такой интересный, может быть, малозначащий, но интересный элемент их восприятия происхождения рода. Итак, дальше у нас появилась типография, которая очень активно работала вплоть до 1530 года. Они сменялись, это была семейная типография. Сначала были два брата, потом один из братьев ушел из жизни, его заменил сын с тем же именем и так далее. Но это были Ибн Нахмиасы, и мы считаем, примерно 100 книг они смогли опубликовать до 1530 года. Помимо того, что это были замечательные издания, помимо вот этих шрифтов, они издавали прекрасные книги и по Галахе, и изумительные издания Библии и Талмуд, они ввели совершенно необычную, неизвестную нам доселе, и потом неизвестную, уникальную традицию продажи, порционной продажи книг. Они придумали систему, когда, представляете себе, в синагогах по субботам, когда люди приходят, значит, в синагогу, им выдают, раздают, если они хотят, отпечатанные
тетрадки из больших книг, в основном, так сказать, талмудических трактатов. И говорят, потом занесете деньги, потом отдадите. И вот так они как бы подсаживают читателей на то, что уже купив 1-2-3 тетради, ты, конечно, будешь покупать и дальше. И постепенно соберешь себе большой том. А платить будешь тоже в рассрочку, понемножку. И таким образом они и получали деньги на продолжение издания, и это было не очень, так сказать, накладно для тех людей, которые это делали. И это продлилось, вы представляете себе, 300 лет. Вот можно взять знаменитую книгу, там 1500, не помню какого она года, 1583 года, это издание трактата «Брахот», где уже совершенно другой, кстати, тоже чудесный типограф, такой Йосеф Ябц, прямо описывает, вот как эта традиция существовала. И он пишет, что «Умидей шаббат бешаббато ноци лахем кунтресим мехаталмуд, нехалек ло барабим» и так далее, и так далее. И дальше он пишет, что платить вы будете понемножку, беофен ше и калалав хаиньян, вело ихбадалав. То есть не будет это тяжело для человека, а постепенно соберется Талмуд. То есть это уже, считайте, конец 16 века. Но дальше эта традиция продолжалась и продолжалась, и мы вообще-то не знаем других мест, где вот она так стандартно просуществовала. Вот это вам краткое изложение именно сефардского следа возникновения книгопечатания в Турции, да, или вообще вне Европы. Но это был не единственный след. Давайте вернемся снова в Италию. Выдающийся совершенно итальянский печатник Гершом Санчино, если вы помните, мы о них говорили, это он уже третье поколение, собственно говоря, печатников, и единственный, кто работал и в 15 и в 16 веках, почувствовал в 1526 году, что больше места ему в христианской Италии нету. Мы с вами говорили о том, что христианские типографы активнейшим образом печатали еврейские книги. Видимо, это было налаженное производство. Им было гораздо легче получить право на печатание книг. В общем, по разным причинам он, уже будучи старым человеком, вместе со своим сыном Элиезером покидает Италию и перебирается, с небольшой остановкой в Салониках, перебирается в Константинополь. И вот они основывают итальянскую и по духу, и, так сказать, по принципам работы, и по подбору репертуара новую типографию в Константинополе. Он уже очень пожилой человек. Он проработал там всего 4 года. И вот в 1530 году он умер, и типография полностью перешла к его сыну. Но что очень интересно и характерно, он и начал, и завершил свою работу в Константинополе изданием одного и того же сочинения, а именно издание грамматики раби Давида Кимхи. Первая попытка называлась «Хелек хадикдук ле радак», то есть он взял только грамматику, небольшое сочинение, и с него он начал, а завершил он изданием полного так называемого михлоля, то есть книги совершенства, которая включала и грамматику, и словарь, и так далее. И вот в этой как раз книге Сефер ха-Михлоль он, ощущая, что дни его сочтены, во-первых, вкратце описал историю семьи. Собственно говоря, все, что мы знаем о том, как эта семья появилась в Италии, это с его слов. Он описал вкратце историю семьи, и главное для меня очень трогательно. Он в конце писал, что несмотря на то, что вот все, что с ним произошло, тяжело, я это по себе это понимаю, уж, наверное, как ему было тяжело на старости лет оказаться на чужбине. И, значит, и он даже пишет, там, это библейская цитата, что он уподобился гибнущим тварям, то есть вообще как бы «нимшаль кебехемот дидму». Да, ну, грустно все это. Но и тем не менее, он пишет такие удивительно красивые слова. «И пока дух жив во мне, я не перестану уточнять или улучшать летакен, книги, дабы облегчить обузу изучающим их и уточнить темные места. Ибо рука Господа благоволила ко мне.
несмотря на то, что дни мои идут к концу, и я оказался в чужой земле, и в ней уподобился гибнущим тварям, Господь помог мне и дал пропитание мне на старости лет. И воздастся мне добром то, что я поддержал маранов, анусим, из Испании и в особенности из Португалии. Вот пишет, Увифрат, Португаль. И всего себя отдал, чтобы спасти их от рук преследователей и вернуть их под сень всемогущего. Да? Бецель Шаддай. Вот мне кажется, это не просто красивые слова, а это действительно удивительная позиция, наверное, выдающегося просветителя, человека, посвятившего себя не только книге, но как бы и спасению души. Я представляю себе, как время от времени могли добегать, если так можно сказать, до Турции вот эти спасенные души, и как он помогал им окрепнуть и вернуться в лоно своего народа. А дальше продолжал его дело сын Санчина, который издал много прекрасных книг, но для меня, например, очень ценно, что он издал второе издание «Макам Иммануила Римского». Эта книга была совсем непростая, как мы уже говорили, это были куртуазные новеллы, такой еврейский Боккаччо в какой-то степени. Более того, книга эта после второго издания была запрещена Шульханом Арухом и к чтению, и к переписке, а уж тем более к перепечатыванию. И вплоть до конца, по-моему, XVIII века никто не рискнул ее издать. А все-таки вот Санчина, они ее издали. И для меня это очень и очень приятно. Также вот в этой как раз книге он пишет, есть титульный лист, а есть колофон. Это интересно, это такой переходный период. Вот титульных листов в 15 веке не было вообще. В 16 веке они появились и обрели уже такую форму полноценную, а тем не менее еще существовали колофоны. И если почитать внимательно и титульный лист, и колофон, то мы видим, что книга эта издавалась с 17 Адара по 23 Элюля, то есть с 21 февраля по 23 августа 1535 года. Почти год, собственно говоря. Вот, давайте подведем небольшой итог. Что же мы узнали? Мы узнали, что первая книга появилась в Турции, в Стамбуле, в Константинополе в 1493 году. Мне хочется подчеркнуть это еще раз, потому что, к сожалению, во всех общих библиографиях по истории книги всегда пишут, что в Турции книгопечатание началось с 1729 года, то есть когда была издана первая книга на турецком языке. Как-то еврейские книги не учитываются. Это вообще, во-первых, безумно обидно, во-вторых, исторически неправильно, а в-третьих, вы посмотрите, какой вообще невероятный гэп, какая разница большая, 236 лет, это же вообще-то уму непостижимо, не 5, не 10, там, а вот 236 лет существовало, расцветало еврейское книгопечатание. Дальше очень важно подчеркнуть, что они придумали вот эту уникальную форму продажи больших фолиантов в рассрочку, да, когда люди могли покупать книги понемножку. И существует два тезауруса, которые попытались подсчитать общее количество книг, которые издавались в Константинополе. Первое – это знаменитая библиография Авраама Яари, которая так и называется «Хатфуз ха-иври бекушта». И вторая – это такая общая библиография от цар Хасефер ха-иври Ешаяху Винограда. Ну, я думаю, что Виноград просто взял информацию у Яари. Тем не менее, обе эти библиографии указывают, что до 1863 года в Константинополе было напечатано 758 изданий. Вообще-то, совсем немало книг. Вот, большое вам спасибо. А на следующей лекции мы продолжим экскурс в историю того, как изгнанники из Испании и Португалии продолжали развивать книгопечатание уже в других местах. Большое вам спасибо.
Thank you.